Здравствуйте, дорогие слушатели. Меня зовут Анна Гейшерик, и вы могли меня видеть в качестве собеседника на канале у Юрия Рашкина. И сейчас я начинаю вести свой канал на YouTube, и поэтому я буду благодарна за вашу поддержку. Ставьте, пожалуйста, лайки и подписывайтесь на мой канал. Я должна это сказать. И моим первым собеседником я выбрала интереснейшего человека, которого позвольте мне сейчас представить. Вот Евгений Шахнович, почетный профессор химии, биофизики, химической физики в Гарвардском университете. И вы, Евгений, преподаете, как вы мне сказали, уже практически 35 лет. И мы в некотором роде коллеги. Я преподаватель одного из крупных нью-йоркских университетов и координатор русской и украинской программы, и тоже преподаю больше 20 лет. Спасибо вам, Евгений, за то, что вы любезно согласились со мной побеседовать. Я так понимаю, что вы на расхват в последнее время и будете еще больше на расхват. А все почему? Потому что вы начали писать на свою голову, значит, в Фейсбуке. И я тоже пишу в Фейсбуке, мы оба достаточно активные, да, стали политические, социальные темы. Я почитала ваши посты, случайно попала на них, посвященные теме университетских нынешних проблем с администрацией Трампа, посвященные теме финансирования, теме антисемитизма на кампусах и всякого такого. И вот, как известно, сейчас я скажу то, что я знаю, вы меня, значит, поправите или продолжите эту мысль. Как известно, ваш университет Гарвард решил пойти против администрации Трампа и сказал, что не примет выдвинутые администрацией условия. И пошли, так сказать, Гарвард пошел в суд вместе с 10 другими крупнейшими университетами, насколько я знаю. И Трамп в ответ начал угрожать лишить университет федерального финансирования и безналогового статуса. Вот. И на эту тему у вас были посты, которые были написаны очень четко, понятно и с чувством юмора, что весьма важно. И вы меня лично, так сказать, покорили. Я захотела услышать все это лично от вас. Ну и вот расскажите мне, пожалуйста, по пунктам и нашим зрителям, чем нам всем, и вам, и нам, и всей, так сказать, всей стране грозит прекращение финансирования университетов, не только вашего, но вообще, в принципе, университетов. Я так понимаю, что, опять же, поправьте меня, если я не права, ударит это отнюдь не по пропалестинским протестам, на что многие рассчитывают, и федеральные деньги им в карманы не идут, а по исследованиям, и в частности по исследованиям, благодаря которым нас всех, значит, лечат от серьезных болезней. Вам слово. Хорошо, да, прежде всего, Аня, спасибо и приветствую вас, и приветствую слушателей, зрителей будущих, которые это увидят. Да, это все, так сказать, важные проблемы, и история, ну, по крайней мере, моего участия в этих вопросах примерно такова, что, естественно, как член профессорско-преподавательского состава, а по-английски faculty member, конечно, мне было очень, и есть, и было очень важно то, что происходит с нашим университетом и с высшим образованием и с наукой в Соединенных Штатах вообще. Я наукой занимаюсь уже очень долго, ну, какое-то время, примерно с 80-го года до 90-го. Я работал в Академии наук СССР, так, Институт белка, занимался биофизикой белков, то, что называется protein сворачиванием белка. С 90-го года переехал в Соединенные Штаты. Сначала год проработал постдоком в Гарварде, я сразу приехал в Гарвард, а через год стал ассистент-профессором и в 96-м году получил tenure и full профессора. Вот такая моя очень краткая биография. Естественно, там много чего между этим происходило, но это сейчас не суть. Но и, в общем, так сказать, моя профессия, моя жизнь, мое, надеюсь, призвание – это наука, это молекулярная биофизика, которой я много занимался и, наверное, чего-то достиг. Естественно, мне было и есть очень небезразлично то, что сейчас происходит, а происходят вещи совершенно драматические и, в общем, которые действительно, как Аня сказала, затрагивают всех, не только тех, кто непосредственно принимает в этом участие и занимается исследованиями, но и тех, которые получают какую-то пользу от этих исследований в виде биомедицины, в виде разного рода развития технологий, которые играют громадную роль в нашей сегодняшней жизни.
Поэтому, естественно, для меня было очень важно то, что происходит. Дальше, в общем, ну, я, как говорится, как в том анекдоте, Чукчи не писатель, Чукчи читатель, я в Фейсбуке не очень много писал. Бывало, и у меня были какие-то вещи, ну, такие общественно-политические, которые, мне кажется, тогда казались и сейчас кажутся очень важными, но они были не про это. Но сказать, что я активно что-то писал, этого нельзя, потому что у меня никогда не было времени, я очень занят своей основной работой, и, в общем, как-то все это проходило мимо меня. Но все-таки читал. И видел, какое количество дезинформации, неправильной информации, откровенной лжи частично, а в большой степени просто незнание, отсутствие там просто базовых знаний того, как работает, как устроена организация науки в Соединенных Штатах, вот во всех этих дискуссиях, потому что, естественно, Гарвард — это известное место, это всюду на первых полосах всех газет было, естественно, так сказать, и в связи с тем, что большая часть этого обсуждения того, что происходило, связана с антисемитизмом, а тема эта для русскоязычного сегмента Facebook крайне важная, и горят страсти, там войны всякие словесные происходят. Поэтому я посчитал, что... И кроме того, разговариваю, вот еще один момент, просто как в порядке введения, разговаривая с разными людьми, включая там моих родственников даже и многих-многих многочисленных знакомых, когда мы коллеги выражали какое-то, в общем, неприятие, возмущение того, что вот нынешняя администрация не понимает, как работает наука, относится к науке совершенно неправильно, не понимает ее роли, то в ответ была такая претензия: ну хорошо, так вы же в этом сами виноваты, вы живете там в башне из слоновой кости, вы занимаетесь там своими разными исследованиями, почему люди должны знать о том, в чем заключается научная деятельность, как она организована. Если вы сами не хотите об этом рассказать, если вам на это нет времени, если вы как бы там свысока смотрите на людей, не вовлеченных в научную деятельность, понятно, что они при этом не будут знать про это, будут считать, иметь какие-то такие неправильные преконцепции, поэтому почему бы вам самим, как говорится, не обратиться к широкой общественности и не рассказать самим, как это работает. И вот такой вот постоянный упрек был, который, в общем, в каком-то смысле справедлив. Вот это вот все меня подвигло на написание некоторого количества довольно развернутых заметок или, как говорят, постов в Фейсбуке, в которых я пытался даже, так сказать, не переходя на какие-то там политические темы, на споры, даже не занимая какую-то позицию, хотя, конечно, она была, по-моему, понятна из того, что я писал, но тем не менее, я пытался сохранить какую-то, так, по крайней мере, видимость нейтральности и просто объяснить, так сказать, по факту, as a matter of fact, что называется, как это все работает. Но вот, в частности, есть такой стандартное, я с него начну, хотя в моем посте, это в самом конце, в первом посте, был такой стандартный упрек, что вот Гарвард, там, у него там 53 миллиарда, от чего он еще просит какие-то деньги у правительства, там жиру бесится, зажрались там с этими своими миллиардами. Почему мы, налогоплательщики, там, или люди, так сказать, из такого members of the public, что ли, general public, почему мы должны еще давать вам денег, когда вы там на этих своих миллиардах жируете? И это такое очень стандартное высказывание или стандартное возражение против финансирования, например, нашего университета, может быть, других университетов. Поэтому и это выражает глубочайшее в этом вопросе незнание того, как все это работает. Поэтому вот такое вот замечание означает, что люди, в общем, опять же, я в этом никого не виню, потому что частично вина самих ученых там, или исследователей, потому что они это не объясняют, в средствах массовой информации тоже как-то понятным образом не объясняют. И вот я решил просто по пунктам в формате вопросов и ответов написать некоторое такой текст, который бы, в общем, разъяснял какие-то самые базовые вещи о том, как это все работает в контексте общественных нужд, в контексте вопроса об общественном благе, которое приносит наука. Вот я решил это написать. Но, опять же, каждый может это прочитать, это все написано на русском языке на Фейсбуке. Но просто я хочу, первое, что я хочу сказать, вот я не хочу весь этот
там пост как бы читать и перечитывать, но ключевые моменты я хочу отметить, потому что они действительно очень важны. Значит, первое, там даже у меня был такой вопрос, вы работаете на Гарвард или вы работаете, на кого вы работаете, так сказать, такой, знаете, в духе такого дурного советского детектива, там, на кого вы работаете. И вот первый вопрос, который я задал, на кого вы работаете, на кого я работаю, как исследователь, работающий в Гарварде. И ответ на этот вопрос я хочу подчеркнуть всячески. Значит, занимаясь наукой, значит, у меня есть две шляпы, как у всякого профессора в таком, ну, в research, в активном ведущем университете, каждый из них носит две шляпы. Одна шляпа – это преподаватель, значит, я учу студентов, я читаю лекции, там встречаюсь с ними в качестве такого образователя, просветителя, что ли. У меня есть какое-то количество набор курсов, которые я преподаю. Это одна моя первая шляпа. Но не самое, в каком-то смысле не самое главное, она занимает, может быть, 20% моего времени, а 80% моего времени занимает исследование, научные исследования. Значит, у меня довольно большая лаборатория, у меня студентов мы называем аспиранты, graduate students, у меня настоящие студенты, undergraduates, которые моложе, и у меня какое-то количество постдоков, это люди, которые уже защитили диссертацию, но проходят такую тренировку, подготовку к самостоятельной исследовательской работе. Так это устроено в Соединенных Штатах. Все начинается с колледжа, когда интересующиеся студенты могут работать в лабораториях, а потом уже, но это не основная их деятельность, основная их деятельность учиться в колледже. Потом они, те, которым это интересно, идут в аспирантуру, в graduate school, и там уже основная их работа – это исследование, они должны проделать какое-то количество исследований, защитить диссертацию. И после этого, если они хотят продолжать оставаться в науке, они должны пойти в другую лабораторию, проработать там несколько лет, то, что называется постдок, это уже более высокая, так сказать, уровень образования и специальности. И после этого они могут сами уже искать профессорскую позицию, становиться профессорами. Таким образом, вот у меня вот такая, ну, довольно большая лаборатория, и мы занимаемся исследованиями. Это вот моя вторая шляпа, как исследователя, руководителя лаборатории, и, так сказать, вот финансовый аспект этих моих двух шляп, он очень разный. Когда я ношу первую шляпу образователя, профессора образовательную, я работаю на Гарвард, я получаю зарплату, моя зарплата идет целиком и полностью от Гарварда за преподавание. Все, что я, так сказать, в смысле материальном и финансовом, как бы мне платит Гарвард за преподавание. За науку мне Гарвард ничего не платит абсолютно. С другой стороны, наука, как бы это я работаю, когда я занимаюсь наукой, опять же, это написано в посте, я просто это более-менее пересказываю. Когда я занимаюсь наукой, я работаю на государство, на федеральное правительство, на американское общество, называйте это как угодно, но формально, с точки зрения финансовых, так сказать, аспектов, там, кто чего финансирует, кто кому за что платит, я работаю на правительство. Потому что, так сказать, этот research оплачивает правительство, этот research исследование, и как бы это ответ на некоторую общественную нужду, на некоторую, так сказать, то, в чем нуждается общество. Общество в лице своих представителей в Конгрессе решает, что ему нужны такие-то, такие-то. Это, ну, некоторые, это многоступенчатый процесс, конечно, не то, что конгрессмены там обсуждают молекулярную биофизику, это работает, естественно, не так, как вы понимаете. Но я упрощаю, огрубляю описание, но оно, тем не менее, концептуально такое. То есть общество в лице своих представителей решает, что им нужно заниматься, что для общества важно, если исследования будут проведены, исследования по молекулярной биофизике, которой я занимаюсь. И общество, так сказать, подает заявку на такого рода исследования. Она заключается в том, что есть такая организация, их много, но в моем случае это NIH, National Institute of Health, который там описывает на своих, немножко бюрократическим языком, но на своих веб-сайтах, более или менее описывает, какого рода исследования их интересуют. Конечно, есть большой диапазон, это не то, что они там просят меня померить такую-то там температуру плавления чего-то. Это более широкое описание, так сказать, исследований. Но тем не менее там есть такой, как говорится, месседж, что
их интересует исследование в таких-то, таких-то областях. Ну, например, исследование устойчивости вирусных белков или исследование там, взаимодействия бактерий с малыми молекулами, из которых может возникнуть какие-то новые антибиотики появиться. Ну и многое другое, более фундаментальные вопросы, опять же, из которых могут возникнуть новые технологии, предсказания каких-то свойств биологических молекул. Короче говоря, to make the long story short, значит, есть вот общественный заказ на те или иные исследования. Дальше в ответ на этот заказ на те или иные исследования, если эти исследования совпадают с моей экспертизой, с моей специальностью, мы обращаемся в NIH, ну вот опять же я говорю пример NIH, но есть много других агентств, которые НИЧ – также это работают. институт здравоохранения, просто чтобы Это государственный институт, центральное здравоохранение, просто для зрителей. И извините, я, так сказать, два слова просто резюмирую то, что вы сказали. То есть получается, что ваше преподавание, как и преподавание любого другого преподавателя в Гарварде, оплачивается университетом, и ваши исследования оплачиваются как раз грантами, которые идут, бывают частные гранты, наверное, да, но ваши идут как раз федеральные. И в частности от Института здравоохранения, тут я хочу подчеркнуть, опять же, для наших зрителей, что это не какие-то исследования, которые вот надо прикрыть там эти все гендерные какие-то исследования, там какие-то ерунду какую-то, или там даже какую-то литературу кто-то изучает никому не нужную, да, на наши деньги. Нет, это, собственно, вы занимаетесь теми исследованиями, от которых потом мы все будем зависеть в плане медицины, в плане фармакологии и в прочем плане. И если эти деньги заберут у вас, или представить себе на вашем месте профессора, который, например, в свое свободное время поддерживает там, значит, какие-то, например, пропалестинские протесты, то, забрав у него, получается, если я правильно понимаю, финансирование исследований, пострадают исследования, а поддерживать то, что он там хочет, он будет продолжать, потому что не на это идут государственные деньги. Правильно я понимаю? Продолжайте. Именно, спасибо. Все точно, так сказать, резюмировано кратко и точно. Да. Это вообще про палестинские к этому никакого отношения не имеет. Этот человек делает в свое свободное время. Да-да, это я просто Или не вставила, буду. так сказать, то, к чему мы потом придем, я думаю, с вами, но на всякий случай я это просто, чтобы точно уже все Не поняли, да. делает, это уже, так сказать, его и ее личное, абсолютно личное дело, чем она занимается в свободное время. Но, так сказать, отношения с государством у нас именно там государство дает, финансирует, а я должен проделать какие-то исследования, которые государство считает, отвечают общественной необходимости, так считают необходимыми для общества. Поэтому моя работа в том смысле, что моя лаборатория, скажем, вот постдокам, я плачу зарплату из этого гранта. То есть для того, чтобы постдоки могли работать, им, естественно, как и всякому человеку, нужно оплачивать их труд оплачивается из гранта. Аспиранты, graduate students, оплачиваются из гранта. Их стипендии, там еще всякого рода, их страховка медицинская, ну, в общем, то, что необходимо оплатить любому работнику в Соединенных Штатах, это оплачивается из гранта. А всякого рода реактивы, химикаты, заказные сервисы, например, sequencing, mass spec, это некая терминология, которая не важен ее смысл, но это то, что нам необходимо для того, чтобы поддерживать наши исследования. Там не все можно сделать внутри лаборатории, есть какие-то вещи, которые мы должны заказывать, например, есть вещи, которые требуют очень дорогих приборов, которые ни одна лаборатория сама позволить себе не может. Поэтому есть такие центры, которые делают вот эти измерения по вашему заказу. Мы должны этим центрам оплачивать какую-то часть их работы, мы за это должны платить. Иногда это компании, которые вне Гарварда, иногда это что-то внутри Гарварда. Короче говоря, ну вот целый комплекс вещей, которые нужно делать в рамках исследований, они оплачиваются из этого гранта. И наш продукт – это знания в виде публикаций. Мы публикуем статьи. Например, моя лаборатория за время своего существования, так, отчитываюсь перед слушателями, опубликовала примерно 500 статей. И в разного рода ведущих журналах патенты мы получаем там на то, что мы делаем. Ну, вот это наша нормальная продукция. Кроме того, чисто так более бюрократически формально, каждый год мы должны отчитываться, что называется, о проделанной работе. Мы пишем репорт в NIH. У нас есть, естественно, программ-директор, который человек, который
руководит, но он не руководит научно, он не говорит мне там сделай то или сделай это. Это целиком наша, так сказать, прерогатива моя и моих сотрудников, что нам делать в рамках наших исследований. Директор программы этого не делает. Но директор программы должен то, что называется balance portfolio grants, то есть он должен, так сказать, делать, назначать эти исследования, давать эти гранты в широком диапазоне исследований, в широком диапазоне тем исследований, которые, опять же, он как представитель правительства считает вот как раз сбалансированно отвечают общественным нуждам. Он специалист, он обычно человек с докторской степенью, PhD, и он, так сказать, конкретно выполняет в жизнь, что называется, решение более высоких органов, Конгресса в данном случае, которые считают, что эти исследования в широком смысле нужны. Он, так сказать, уточняет в деталях, какие конкретные исследования нужны, и он создает вот этот грант-портфолио, по которому там, разным лабораториям, которые являются ведущими специалистами в той или иной конкретной области, даются эти гранты. Еще подчеркну одну крайне важную вещь, что получение грантов это по-английски competitive, по-русски соревновательно. И, так сказать, то, что вы подаете заявку на грант, далеко не означает, что вам этот грант дадут, что вы получите эти деньги. Значит, там, вы подаете эту заявку, собирается такая группа специалистов, которая называется по-английски study section. Вот я в следующем месяце в июне буду заседать на такой study section по поводу там некоторого количества грантов. То есть это приглашают людей просто из университетов, которые считаются специалистами в той или иной области. Они оценивают научное достоинство гранта, они ставят ему оценку, у них там есть оценка по некой шкале от 1 до 5, 1 самый лучший, 5 это самый плохой. И если ваша оценка суммарная, усредненная, там 12 членов этой, 12, 10, 13 иногда бывает по-разному, этой study section, дает тебе, так, каждый дает свою оценку, она потом усредняется, вы получаете одну оценку, которая средняя по этой study section, и дальше, если эта оценка хорошая, то вы с высокой вероятностью получаете этот грант, если эта оценка средняя нехорошая, вы этот грант не получите. Значит, чтобы была какая-то в перспективе статистика, сейчас получают финансирование примерно 20% заявок. Значит, 80% не получают. И это в нашем институте, который называется NIGMS, National Institute of General Medical Sciences, который самый щедрый в этом смысле. В другом институте, например, в Cancer Institute, который занимается раком, там примерно 7% получают. И 93% не получают. Вот такая примерно. Евгений, это очень интересно. То есть вы говорите, что, ну, во-первых, мы поняли со зрителями, мы поняли, что, во-первых, эти исследования, опять же, я хочу подчеркнуть, что это все касается медицины, фармакологии. То есть если кто-то думает, что это какие-то там теоретические изыски, да, которые, в общем-то, не нужны нам прямо сегодня, или кто-то изучает какой-то эфемерные, там, для многих эфемерные, скажем так, какое-то изменение климата, например, которые, ну, я считаю, что это очень важная тема, но многие люди считают, что это какие-то придумки, на которые деньги уходят в трубу. Но то, чем занимаетесь, например, вы, да, это без всяких сомнений важнейшая тема, что касается здоровья, медицины и всяких таких вещей. И вот и это, так сказать, причем устроило эту систему государство. Это не то, что от вас или от профессоров, или от университетов идут такие традиции. То есть у государства это устроило, потому что вся великая американская наука, да, в общем-то, большинство, я не ошибусь, наверное, если я скажу, что большинство мировых прорывов в медицине и в науке все-таки произошло в Америке. Да, Америка всегда была в авангарде, особенно того, что было связано с да. медициной, биологией и физикой, да, например. То есть все это было и существовало десятками лет благодаря той системе, которую вы сейчас нам Да. описали. И теперь, значит, благодаря одному президенту, который пришел к власти и поставил на ключевые посты своих, в общем-то, единомышленников, которые не особенно обладают профессиональными знаниями по разным темам, он решил устроить войну на
высшее образование, войну на академическую структуру и на университеты. И начал с того, что вот опять же решил лишить университета финансирования те, которые не согласятся на его условия. Давайте мы, если можете, объясните первое, во-первых, что произойдет, если таки ему удастся забрать финансирование. Вот. Ну вот давайте с этого начнем. Чем это нам всем грозит? Да, ну, грозит это просто действительно остановкой вот этих всех исследований, потому что, значит, я хочу заметить тут две вещи очень важных. Первое, я сразу, потому что обязательно будет вопрос, вот а как же эти 53 миллиарда, почему нельзя их пустить на ту же самую науку? Значит, почему это не заменит? Почему отмена федерального финансирования не сможет быть скомпенсирована этими 53 или сколько у каждого университета? 53 миллиона, это вы о чем говорите? Это вы говорите Об о... эндаументе Гарварда. То есть, собственно, те деньги, которыми Гарвард владеет частными деньгами, платит зарплаты профессорам, допустим, на инфраструктуру какую-то и так далее. Вот это много денег, но... Но эти деньги не могут идти на эти исследования по целому ряду причин. Значит, причина номер один, самая главная. Значит, эти деньги обычно это даются донорами. Там, стандартный сценарий, значит, был студент, ничем себе не примечательный, потом оказалось, что это не студент, а Цукерберг, который основал там Facebook, у него там эти несчитанные миллиарды, он вспоминает там о своих студенческих годах и решает там отстегнуть Гарварду, в данном случае, ну, Цукерберг учился в Гарварде, Да, отстегнуть... я на эту тему шучу, что, ну, во-первых, он же не доучился, он бросил как раз. Вот, и я уже несколько раз на эту тему пошутила, что, может быть, если бы он таки доучился, может быть, Facebook лучше работал бы, чем он работает. Но какой есть, как говорится, да, Да. за 3 года. За 3 года, да, конечно, не доучился. Ну, или Гейтс, который не доучился, тоже в Гарварде учился там. Много кто. Ну, и те, которые доучились тоже. В общем, поскольку Гарвард, так сказать, очень селективный университет, он выбирает студентов и может выбирать, потому что очень много желающих, естественно, поэтому большой выбор. Выбирает талантливых людей, которые, многие из которых становятся успешными, и потом дают какие-то деньги университету, иногда очень значительные. Да, но это при этом всегда то, что называется, опять же, извините за этот волопюк, некоторые вещи мне легче говорить по-английски, это приходит Ничего страшного, если что-то будет такое непонятное, мы будем да, переводить. то, что называется string attached. То есть никто вот просто так не говорит, возьмите 100 миллионов там и делайте с ними что хотите. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Именно. Поэтому обычно, так сказать, этот дар там, или большой донейшн приходит с некоторыми условиями. Ну вот пример, простой пример. Там человек дает деньги 100 миллионов и говорит, что вот постройте на эти 100 миллионов здание, где вам виднее, потому что вы же у вас архитекторы, и назовите его моим именем. Значит, если это происходит, то из этих денег никаких денег на науку давать нельзя. Это сразу же, так сказать, суд. Это будет, в общем, не делает этого, это не делается. Большое количество денег уходит, тоже вот таких целевых, на поддержку неимущих студентов, которые, ну, сейчас объясню, что такое неимущий студент в Гарварде. Значит, в Гарварде сейчас есть такое правило, что если ребенка принимают туда, что трудно, конечно, это нетривиально, но если человека принимают туда, то семья, которая зарабатывает в год меньше 200 тысяч долларов, ничего не платит tuition room and board. Это образование бесплатно. Значит, вот студент, поэтому, как бы идея в том, что в Гарварде может учиться любой, независимо от дохода, но зависимо от способностей. Я звучу как пропагандист немножко, но это просто так, это действительно правда. Ну и тут я не могу просто удержаться и не добавить, что есть такая, не знаю, насколько это конспирологическая теория, но во всяком случае я уже несколько раз читала, что якобы сын Трампа барон, его зовут Бэрон Трамп, что его не приняли Гарвард, Ель и кто-то еще из крупнейших университетов Лиги Плюща, и, значит, вместо этого его приняли в НYU, что, в общем-то, тоже хороший университет, но, видимо, не настолько хороший, насколько Трамп рассчитывал, и поэтому Трамп обозлился на все эти крупнейшие университеты. Не знаю, насколько это сказка и мифология, да, но я уже это слышала, да, то есть... Не знаю, тут никаких комментариев, я просто действительно этого не знаю, было такое, не было, не знаю. Да. Вот, поэтому просто я продолжаю этот разговор, я хочу сказать, что эти деньги, их невозможно вот просто взять, перекинуть там и отдать там моей лаборатории, например, в большинстве случаев.
Более того, есть еще один момент. Значит, так как работают вот эти эндаументы, они работают, что вы никогда то, что называется принципал, не используете, так сказать. Так как вот на что существует университет, он существует на проценты с этого эндаумента, который тоже значительные деньги, миллиарды, но все-таки не так много. Поэтому и эти деньги уже, что называется, расписаны на существование университета, там, на поддержку студентов, на наши зарплаты профессорские, там, и на многое другое, на поддержку зданий. Ну, короче говоря, это очень большая организация, которая, как говорится, вы посчитали мои, как говорил Корейка в «Золотом теленке», вы посчитали мои доходы, но вы не посчитали мои расходы, потому что все считают доходы гарвардские, но расходы почему-то, так сказать, никто особо не считает. Но вот наш Faculty of Arts and Sciences, то отделение, которому принадлежат наши естественно-научные факультеты, химия, физика, биология, математика и многое другое, это Faculty of Arts and Sciences, у него бюджет просто вот на поддержание как бы нормальной жизни, на помощь студентам, там, на зарплаты профессорам, на поддержание зданий, это $1,5 миллиарда в год приблизительно. Я могу чуть-чуть ошибаться. Содержание университета – это дорогая штука, Это дорогое удовольствие. особенно большого и такого, как Гарвард. Да. На это вам многие скажут, и я уже, естественно, и слышала, и читала все эти аргументы. Ну, во-первых, а кому нужен такой большой Гарвард? Почему бы Гарварду не постричь, там, не, значит, отрезать какие-то явно ненужные там факультеты, программы и куча всяких вот этих DI, да, то есть разнообразие, равенство, инклюзивность программы, про которые все стоят, собственно, на ушах, и это сейчас мы поговорим, собственно, чего Трамп-то хочет от университетов, зачем он, да, что он требует. Но у вас же куча наверняка никому не нужных, это я сейчас транслирую эту идею, да, никому не нужных факультетов гендерных исследований, исследований Африки, африканской культуры, литературы и еще каких-то там гуманитарных, не знаю, социологии и прочее, которые никому не нужны, а вот оставьте только медицину и физику, и математику, и на это вам хватит денег, а больше ничего никому не нужно в университете. Ну, это мнение идет просто, как говорится, поперек философии образования в Соединенных Штатах. Просто это как бы вот это вот образование, которое, опять же, это даже раньше, чем до войны, кое-что изменилось после войны, но на самом деле это было раньше. Как бы основная философия образования заключается в том, что, по крайней мере, на уровне колледжа, undergraduate, мы должны готовить разносторонних людей. Как бы что вот эта вот модель, про которую говорят, это вот модель, как я учился в МГУ, я окончал МГУ, физфак, вот там было вот именно так. Вот на физфаке мы учились, нам преподавали физику, математику и марксизм-ленинизм, который, естественно, тогда как бы заставляли просто по партийно-политическим. И, в общем, так сказать, у этой системы есть свои некоторые преимущества, потому что более глубокое, скажем, изучение математики, но гигантские недостатки, потому что выпускали людей, которые не могли ориентироваться в современном, ну, в окружающем их мире. Выпускали таких очень узких технарей. Там И человек не мог знали, например, иностранных языков, в частности. иностранных языков ничего. Да, вот я, например, как раз как человек, который знал иностранные языки, я училась на факультете иностранных языков в Украине, и мы, соответственно, не изучали больше, мы не изучали никакое даже основные там базовые введения там в биологию или тем более математику или ничего такого, мы занимались языками исключительно, и марксизмом, ленинизмом, как вы сказали. Но вот я здесь руковожу программой именно изучения иностранных языков, внутри большого факультета иностранных языков. И я вижу, насколько это важно. То есть если вы лишаете денег или отрезаете гуманитарные программы, отрезаются, ну да, можно, допустим, избавиться от какой-то там программы неочевидно полезной. Допустим, вы избавитесь от гендерных исследований или там от какой-то креативно-писательской программы, допустим, которая такая необязательная, но
это не даст, я уже вот как сама, как преподаватель, университетский работник могу сказать, что и вот скажите, согласны ли вы с этим, это никакого принципиального влияния на финансирование, на то, чем вообще университеты занимаются, не окажет. То есть для того, чтобы сделать то, что хотят критики университетов, надо действительно будет отрезать все гуманитарные науки, включая языки, включая многое другое, и сделать просто из университетов, так сказать, профессиональные, узкопрофессиональные школы, что, с моей точки зрения, совершенно с вами согласна, спасибо, что вы это сказали, полностью противоречит всей философии университетского образования. То есть у человека это вот одна возможность, когда он молодой и начал заниматься какими-то серьезными вещами, и у него есть доступ единственный раз в жизни, видимо, у него есть доступ к разносторонне образованным профессорам, которые могут поделиться своей экспертизой и своими обширными знаниями, потому что человек, который потом идет, да, идет работать в науке или не в науке, где он там, ну, в профессии, он уже к этому доступа иметь такого не будет. И что значит человек с университетским образованием, который не знает каких-то базово-культурных вещей, да, и включая языки и так далее. То есть это не университетское образование. Ну вот что вы Да, думаете на это? вот. И поэтому, так сказать, миссия университета – это готовить не узких технарей, это не ремеслуха, как говорили там по-русски говорили, ремесленное училище. Университет – это не ремесленное училище. Университет – это организация, которая готовит граждан, которая готовит членов, будущих членов общества, а не там Образованных. да, поэтому как бы избавляться от гуманитарных факультетов – это уничтожать университеты. Это просто будет… Можно соглашаться с тем, что на каком-то факультете там, особенно по вот эти острые споры, естественно, про израильско-палестинский конфликт, такой профессор так говорит про Израиль, такой так, сяк. Но это совершенно, так сказать, по сравнению с общей глобальной картиной и вопросом, который здесь возникает, это совершенно мелкая вещь. Со мной масса не согласятся, будут говорить, что я там антисемит, я уже знаю, понимаю. Но на самом деле это именно так, потому что вот я просто общаюсь очень много с нашими студентами, они очень хорошие в подавляющем большинстве. Я просто с ними там разговариваю, там иногда говорю, что вот ты будешь работать в моей лаборатории, но тебе нужно там 10 часов в неделю проводить, иначе это бессмысленно. Они рассказывают, какие там курсы они, например, берут. Я просто, меня зависть берет, потому что у нас этого не было, когда я учился. Философия Канта, там какие-то восточные культуры, все что угодно. И тут же физика там, какая-нибудь там теоретическая физика, химия. Может быть, это все не так глубоко, как, скажем, было у нас в МГУ, но они выходят дальше, глубокое образование они получают уже, когда аспирантами становятся. Там уже все. Там уже никаких там культур, мушмультур, там ничего этого нет. Там уже только, так сказать, химия, если это химия там какая-нибудь или биофизика, или физика, в зависимости от того, куда они… То есть на следующем этапе они получают это узкое образование, но на этом этапе, когда они undergraduate, они должны получить широкое образование, чтобы видеть мир целиком, а не Это через раз. А кроме какой того, и пример. вы совершенно правы, я тоже завидую своим студентам, я это ловлю себя иногда на том, что да, когда они рассказывают, чем они занимаются. Но кроме того, это ведь система, которая позволяет человеку молодому, мы еще более молодыми поступали в университет, да, я поступала в университет, когда в 16 лет буквально приходилось поступать, как человек в 16 лет может на всю свою оставшуюся жизнь решить, чем он будет заниматься всю оставшуюся жизнь. Да, есть счастливчики, которые сразу знают, что они будут математиками, или есть счастливчики, которые сразу знают, что они любят историю, будут историками. Но основная масса студентов не знает, даже здесь, в Америке, где они поступают не в 16, а в 18, они первый год-два не знают на самом деле, кем они хотят быть. И система с узким образованием профессиональным, она их как бы вынуждает выбирать, вынуждала бы выбирать и толкать их в эту сторону. И потом мы получаем людей, которые несчастливы в своей профессии, Точно. вот, а тут они имеют возможность, сколько у меня было студентов, которые приходят на первый курс, декларируют какую-то там специальность, например, не знаю, там история и психология или какие-то романтические вещи, или наоборот, экономика и медицина, а потом, проучившись пару лет, прослушиваете разные курсы,
от математики до экономики, психологии, языков и так далее, меняли свое мнение, и они, скорее всего, стали гораздо лучшими специалистами после того, что у них был выбор. Поэтому я считаю, что это очень хорошая Да, система, вот но она такой должна поддерживаться финансово, и в частности есть убыточные факультеты, ведь в этом тоже дело. Такие факультеты, как ваш научный, они имеют гранты, и они получают деньги на то, что они делают, приносят какую-то прибыль, а, соответственно, есть факультеты, которые действительно убыточные, но не все измеряется деньгами. Вот то, что мы сейчас с вами обсуждали, это как раз измеряется не деньгами, но от этого всем нам польза как обществу. Да, абсолютно точно, да. И поэтому, как бы, ну да, как во всяком живом теле, университет это живой организм. Там есть какие-то более удачные программы, менее удачные программы, может быть, какие-то программы, от которых надо там избавиться, возможно. Может быть, даже идеологизированные, и с этим не спорю. Но в целом, так сказать, как живой такой организм, это должно существовать в очень широком интервале интеллектуальных таких движений, интеллектуальных направлений, потому что без этого мы не сможем учить действительно студентов. А миссия наша, я еще раз повторяю, это учить студентов, как университета. То, что мы занимаемся наукой, это университету помогает, но это, в общем, в некотором смысле, с точки зрения миссии, такая параллельная, но немножко побочная деятельность, которая возникла, могу рассказать, как она возникла, это тоже довольно интересно. Но в общем, и поэтому, что касается всяких DI, это просто даже об этом говорить смешно. Я лично, вот, так сказать, я противник многих аспектов DI, я считаю, что это там Я неправильно. это разнообразие, равенство и инклюзивность. То есть, извините, я просто для зрителей объясню, это отделы, которые возникли последние несколько лет во многих корпорациях, компаниях и университетах, в частности, которые следят за тем, чтобы было представлено некое равенство, так сказать, возможностей для разных меньшинств, групп там женщин, черных и национальных меньшинств и так далее. И вот против них возникло, естественно, что это бессмысленная вещь, которая, наоборот, мешает. И такая, противники этого говорят, что теперь, значит, выбирают научных работников, там, преподавателей и прочих не благодаря их экспертизе, а благодаря только, значит, за какие-то там, за пол, за принадлежность к меньшинствам и прочее. Да, да, вот, ну вот продолжает разговор, значит, в принципе, так сказать, то, как, скажем, это сформировалось в Гарварде, в общем, ни на что они особо у нас не влияют. То есть все наши, скажем, профессорские назначения, я это знаю действительно хорошо, потому что я в этом участвую, то, что называется 24/7, в такого рода, но и обсуждениях в этих комитетах там и так далее, я уже очень давно работаю, поэтому... И, в общем, я просто могу совершенно ответственно сказать, что у нас не было ни одного профессорского назначения, в котором, ну, я говорю, конечно, о естественно-научных, про гуманитарные, как там устроено назначение, я не знаю. С этой оговоркой, что речь идет о естественно-научных, в котором бы это вот DI там играло бы какую-то роль, чтобы нам сказали, что вы можете взять не профессора А, а профессора Б, потому что он там женщина, она женщина или еще что-нибудь, значит, вот такого нет. Как бы, но просто так устроена структура университета, может, они это и хотят. И наверняка хотят, но кто же им дает, что называется? Потому что, так сказать, у факультетов громадная сила, по крайней мере в нашем университете, все центрировано вокруг факультетов. И всякое вмешательство вот в такого рода, это самое важное, это то, что называется Holy Grail, назначение новых профессоров, для нас это Holy Grail. А никто им не даст в это вмешиваться, поэтому как бы этого нет. С другой стороны, эти структуры существуют. Это, безусловно, просто, так сказать, на мой взгляд, в общем, деньги потраченные не вполне рационально, но я замечу, что это примерно 1% чуть меньше 1% от финансирования там, наших структур, вот в нашей Arts and Sciences, например. Поэтому даже если их всех там разогнать, что сейчас, собственно, и происходит, и там как-то их отменить, то ничего в финансировании, это практически заметного эффекта на финансирование это иметь не будет. И, скажем, опять же, если даже их всех разогнать, это не сможет на эти деньги поддерживать исследования ни в одной лаборатории. Это может добавить немножко туда, немножко сюда. Там. Даже кто-то из них получает довольно большие зарплаты, но все равно, если вы это посчитаете по всему отделению, которое, я говорю, у нас
Бюджет $1,5 миллиарда в год у нашего отделения Arts and Sciences. Поэтому она составляет просто минимальную часть, и те, кто думает, что можно решить вот эти вот проблемы, там, разогнав DEI, это просто арифметически неправильно. Тут Ну да, арифметика. и кроме того, я могу подтвердить, потому что я, конечно, не заведующий там лабораторией и так далее на вашем уровне, но я тоже нанимала преподавателей за последние 2-3 года как раз на более низком уровне, безусловно, но мне в голову не приходило, что надо с кем-то вообще консультироваться, и никто, тем более мне сверху не говорил, что я должна брать кого-то по какому-то признаку или принципу. И вообще про это наличие этого отделения DEI с удивлением узнала, когда начались на эту тему скандалы. И я тогда подумала, что в нашем университете как-то ничего такого нет. И я начала узнавать, выяснилось, что это есть этот не факультет, а отделение. Вот. Чем они занимаются, я понятия не имею. Но дело в том, что тут надо понять, что университет – это не только преподаватели, и не только даже научные исследования, не только обучение студентов. Это огромная инфраструктура, которая должна весь этот университет обслуживать. Да. У нас очень большое количество администрации, и многие считают, что слишком большое, но все равно я вижу изнутри, насколько на каждого условно студента и преподавателя, которые просто могут прийти и преподавать или просто прийти и учиться, нужна обслуживающая, так сказать, это все дело, да, огромная армия людей, начиная от администраторов и секретарей, без которых все это развалится. То есть люди, которые даже буквально поддерживают там, как трава там где-то растет, и чтобы крысы там не приходили к нам на это самое, в библиотеку книги есть. Это огромное количество людей, и вполне вероятно, что поскольку часть большая бюджета тратится на содержание этих людей, возможно, этот отдел борется за какое-то там равенство или что-то там связанное с этими людьми, это на преподавании не сказывается никак. Вот. Да. Вообще, ну, то есть я, например, не знаю, да. Да, да, и там я не могу себе представить, чтобы кто-то мне говорил, что мне нужно преподавать так, а не так, например. Это Вот. невозможно себе И представить. тут мы приходим к следующему пункту, который, я считаю, очень важно тоже обсудить. Принципиальный вопрос, чем грозит и чем плохо вмешательство государства, почему президент Америки Трамп не должен быть одновременно президентом Гарвардского университета, да, как сказал Билл Майер или кто-то из этих ведущих, так сказать, программ. Почему, чем грозит возможность вмешательства правительства в университеты, в преподавание и так далее, даже если нам не нравятся какие-то вещи, которые происходят в университетах. Да, да, но тут как раз на эту тему я могу довольно хорошо рассказать, мне кажется, и почти Пожалуйста. каждый второй из наших слушателей, учитывая специфику, так сказать, того, на каком языке мы говорим, и потому что мы прошли через это. Вот, ну, я говорю, я учился в МГУ, и МГУ был вот таким вот государственным, ОГЭ у него государственный университет, и вот там было вот это вот абсолютное вмешательство государства в университет. Что это было? Там действительно каждого там профессора завкафедрой утверждал партком. Там было чисто партийное распоряжение не брать евреев, говоря об антисемитизме. На нашем факультете ни в студенты, ни в... Там меня тут же начнут спрашивать, еврей ли я. Да, еврей, я поступил туда по некоему, так сказать, другому пути. Это сейчас не так важно. Но вот напрочь, почему? Потому что сверху было указание, что вот на такие стратегические, так сказать, университеты, департаменты, потому что физика считалась, так сказать, связанной с ящиками, вооружением. Еще там почему-то, я даже не знаю, я в голову не влезаю. Но вот было такое всем известное в Москве правило, что на физический факультет и в некоторой степени на физтех, институт, не берут евреев. Вот как бы один из таких результатов и показателей того, как, значит, может быть, здесь Трампа администрация не скажет, что не брать евреев в Гарвард, она скажет что-нибудь другое. Что, например, брать только тех, которые лояльны там, трамповской администрации Трампа. Опять мы через это проходили, потому что человек, который там, например, претендовал на должность завкафедры в университете в Московском, практически на 100% обязательно должен быть членом партии и должен был, так сказать, активно там доказывать свою лояльность советской власти. Поэтому если у вас другие политические
там какие-то там убеждения или что-то, то вам этот путь профессионально был закрыт. Я почему подробно об этом говорю? Потому что если государство здесь начнет вмешиваться и вот Трамп станет президентом Гарварда, грубо говоря, то будет тоже там, потому что, как было тогда. Опять же, могут требовать что-нибудь другое, но обязательно что-то будут требовать, помимо профессиональных качеств и помимо профессиональных. Поэтому как бы громадное вообще, это одно из, наверное, замечательных. И это, кстати, не всюду, даже в западном мире, потому что в Германии, например, университеты под контролем государства находятся. И там, опять же, у меня есть много коллег и знакомых среди, там я не говорю, что это такой же кошмар, как было при советской власти в России, но тем не менее там влияние государства и влияние начальства, там, политического руководства соответствующей земли, которому принадлежит этот университет, в котором находится этот университет, оно очень даже чувствуется, и многое не разрешают, или наоборот требуют от них тех вещей, которые, в общем, там как бы это сильно независимо. Поэтому я думаю, что вот гениальное изобретение американской системы в том, это частный университет. У него есть большой минус, о котором я могу поговорить, но большой его плюс – это его независимость. Поэтому интеллектуально, так сказать, люди могут придерживаться любых мнений и любых направлений, так сказать, в науке. И единственный критерий – это то, что чтобы это была хорошая наука. Там. А как это устанавливается, узнается, что хорошая наука, а что плохая, это узнает то, что называется your peers, то есть те же люди, которые работают в той же области, эксперты, специалисты, они могут, так сказать, плохой я ученый в этой области или хороший. Плохие у меня работы или хорошие? Это люди, которые глубоко понимают суть вопроса. А не какой-нибудь партийный начальник либо в коммунистической партии, либо в республиканской партии, который будет говорить, что вот вы должны больше там писать о вакцинах, или как сейчас наоборот, ни в коем случае не писать о вакцинах, потому что какой-то там министр здравоохранения, который непонятно откуда взялся, и он не верит в вакцины. А поскольку он министр, то он, конечно, умнее любого профессора. Там профессор это кто такой, а это министр. Конечно, ему виднее вакцина, так сказать, работает или нет. Есть аутизм от вакцины или нет. Тоже целый министр. И вот это так было устроено с партийными начальниками в Советском Союзе. Так будет устроено здесь, если университеты лишатся независимости. Это очень важно, то, что вы говорите, и я как раз, да, вот эта история с министром здравоохранения, который является племянником Кеннеди, президента бывшего, он, да, в общем, наш министр Кеннеди, он является действительно антипрививочником, и одно дело, что он антипрививочник, другое дело, что он как раз сейчас начал заказывать исследования, то есть он уже начал давить на то, какие должны проводиться исследования Институтом здравоохранения, такие, чтобы он хочет, судя по всему, найти все-таки связь между прививками и аутизмом, и вот эта вся тема аутизма, которую он начал сейчас развивать, вот, что нужны новые исследования. На эту тему уже было миллион исследований, и все, в общем-то, показали одно и то же, что никакой связи с прививками нет, уже это выяснено. То есть ученые уже, у них есть консенсус на эту тему. Да? И теперь приходит Кеннеди, у которого нет никакого медицинского образования, насколько я знаю вообще. Okay. И он говорит, а вот я хочу теперь опять сделать эти исследования. И понятно, что каких результатов он хочет, ради чего сейчас он будет тратить деньги наши народные, в частности, да, государственные деньги, на его хотелки, на то, что он хочет определенных результатов. Это первый момент. Второй момент, крайне важный, это то, что вот вы сказали, что Америка изобрела независимость, да, частных университетов от государства. Я тут хочу немножко добавить, еще дальше пойти на шаг. Америка изобрела независимость университета вообще от государства, даже государственных. Я работаю в государственном университете, да, и он тоже независим от государства. Вот в чем прелесть. То есть не только разделение на частные делайте, что хотите, а государственные будете, как условно МГУ, слушаться. Нет. Университет, академическая среда является в Америке, в принципе, так сказать, герметичной. И доступа правительству сверху навязывать, в общем-то, ничего нет. И это очень-очень важная система, поразительная, опять же, благодаря которой Америка, в частности, является авангардом науки и всего прочего, которая она являлась и свободой мысли, и так далее, и так далее. Я еще небольшую вещь добавлю для наших зрителей, почему вы лично такой выдающийся человек. Вы
скромно эту тему обошли, но я-то знаю, что вас приняли на факультет физтех МГУ, потому что вы заняли какие-то первые места на международной олимпиаде по Было физике, дело. Не будучи в хотел об школе. этом говорить, да, было дело, да. Да, и поэтому у вас было такое правило, что без экзамена у олимпиадников, причем международная олимпиада, брать на факультет, поэтому они ничего не могли сделать, и вы, как еврей, поступили без экзаменов, просто чтобы наши зрители понимали уровень вашего вот, и скромности, и того, насколько вы выдающийся человек. Вот. Я вот хочу вас спросить, а, ну, я рада, что мы затронули эту тему антисемитизма. Мы оба с вами евреи, мы знаем оба и, видимо, согласны с вами оба на тему того, что такое реальный антисемитизм. Мы его испытали, я, в частности, испытала его на себе, и моя семья испытала на себе в советские времена, когда, начиная от и бытового антисемитизма, и просто повседневного антисемитизма от чиновников любых, от власти, когда, так сказать, нужно было взаимодействовать хоть как-то с государством, ты тут же это чувствовал, и заканчивая тем, что не принимали на определенные факультеты, в определенные институты, не брали на определенные работы. Это вот настоящий классический антисемитизм, да, по всем параметрам нашей жизни был. И сейчас меня, например, очень беспокоит, меня как еврейку, как человека, который пережил этот весь антисемитизм и ненавидит весь этот антисемитизм, меня очень беспокоит то, что я называю размыванием этого понятия антисемитизма, потому что то, что сейчас пытаются нам объяснить, что на самом деле антисемитизм – это то, что происходит на университетских кампусах, связанное с пропалестинскими протестами или с антиизраильскими протестами, или еще с чем-то таким, мне кажется, что это, ну, в чем-то даже оскорбительно, в общем-то, должно быть для евреев, потому что это размывание понятия для тех, кто знает, что такое реальный антисемитизм. Что вы думаете на эту тему? Ну, я с этим согласен, и я даже написал об этом пост, у меня есть тоже в Фейсбуке довольно длинный пост, он так и называется, об антисемитизме, и, естественно, так сказать, потом получил кучу комментариев, из которых прямым образом меня называли антисемитом там, и так далее, но вот кем я только не был, вот побывал в антисемиты теперь записали, но я именно как бы проводил вот этот утверждение, что, конечно, по сравнению с тем антисемитизмом, который мы видели, действительно настоящим, но я просто хочу сказать, что разница самая большая, и вот это сейчас вот об этом чуть-чуть хочу сказать, поговорим. Разница, конечно, безусловно, в Гарварде, в любом месте, в любой организации есть антисемитизм в том смысле, что есть какая-то категория людей, которые так или иначе, по тем или иным причинам, а сейчас причины как раз очень понятны, не любят евреев. Значит. И опять же вопрос этих причин, значит, еврей, мне всегда казалось, что, опять же, я в этом посте написал, очень важно определить, кто и что такое еврей. Потому что понятие еврейства в истории менялось, трансформировалось. И в общем, как бы я бы сказал, что еврей это не гены в большой степени, а это то, что называется стейтмент. Там когда-то это был стейтмент о том, что мы отдельные религиозно, мы не христиане, и это было, так сказать, противопоставление своей веры, доминирующей веры в диаспоре вокруг себя. А сейчас, как для многих, для большой категории евреев, стейтмент заключается в поддержке Израиля. Так сказать, это почти по определению, это еврей, это тот, кто, я, конечно, немножко, так сказать, утрирую, чуть-чуть смеюсь, но еврей это тот, кто поддерживает Израиль. И вот этот вот водораздел сейчас идет по вопросу о поддержке или не поддержке Израиля. И поэтому есть, конечно, Но ведь определение. в протестах, извините, что перебиваю, ведь в протестах участвует огромное количество еврейских студентов, Да, антиизраильских протестах. именно к этому я именно к этому и клоню, ровно это. Потому что, так сказать, те еврейские студенты, которые участвуют в протесте, их евреями даже не считают. То есть считается, что они евреи. Поэтому я ровно это и говорю, что еврей, это, так сказать, определение еврея, это позиция по какому-то кардинальному вопросу. Когда-то, так сказать, вопросу там является ли Христос там или просто человеком, а сейчас вопрос, является ли Израиль, так сказать, специальным
местом там и так далее, или каким-то там государством малозначащим. Поэтому, так сказать, внутри евреев, что, как я писал в этом посте по паспорту, что называется по каким-то, так сказать, наследственным причинам, есть раскол в этом вопросе. Какие-то евреи считают, что они к Израилю, опять же, евреи наследственные, считают, что они к Израилю не имеют большого отношения. Это одна из многих стран, но, может быть, они даже ей сочувствуют, но не настолько, чтобы это определяло их идентичность. А есть какие-то большое количество, которые считают, что это определяет их идентичность, что это, так сказать, основа их философского существования. И в этом смысле раскол. Поэтому антисемитизм, который ведь как когда-то был антисемитизм религиозный, потому что евреев обвиняли в том, что они там распяли Христа и много чего другое, сейчас антисемитизм, конечно, по израильскому вопросу идет, так сказать. Антисемитизм – это отношение к Израилю. То есть это, так сказать, для многих, и для меня тоже. Например, я считаю антисемитизм отрицание права Израиля на существование. Я, наверное, в той категории там, евреев, которые Израиль поддерживают. Но, тем не менее, я просто к вопросу об антисемитизме на кампусе и вообще в обществе, это антисемитизм, который напрямую связан с этим конфликтом, который ужасно идет. И в этом смысле, так сказать, важно то, что, хотя говорят, что вот Гарвард насаждает антисемитизм, вот с этим я, или другой университет, опять же, я с этим совершенно не согласен. Я считаю, что антисемитизм вот в этом понимании, как антиизраилизм, это то, что бы по-английски сказали бы там bottom-up, grassroots там, это то, что возникает вот у этих студентов, молодых людей, на той или иной степени их развития, как неприятие либо Израиля вообще, как имеющего право на существование, либо каких-то аспектов политики Израиля, и по этому вопросу идет раскол. Поэтому борьба с антисемитизмом, просто то, что я хочу сказать категорически, антисемитизм в Гарварде, который есть, он не институциональный. Вот тот антисемитизм, который мы видели в МГУ, например, я видел, когда учился, он был институциональный, он шел сверху. Там какая-то партийная организация дала указание там, на приемных экзаменах валить евреев. Вот точно было, сейчас это уже известно. После того, как вскрылись там разные материалы там, и так далее. Вот И работники этого самого МГУ, надо сказать, с удовольствием эти приказы исполняли. Это не то, что им это не нравилось, да? В отличие от Гарварда и других университетов, академическая среда в Америке очень еврейская. да, Процентное соотношение работников университетов и преподавателей еврейское гораздо выше, чем в общем по стране, да? Вот и скажите студентов, об этом. и преподавателей, конечно, безусловно. Безусловно. И поэтому вот нет такого, я тоже об этом писал очень подробно, это даже технически невозможно представить себе, чтобы в Гарварде там куда-то не брали евреев там, и так далее, по очень простой технической причине. Там, ну, в студентов, профессора это немножко другая история, но тоже не бывает такого никогда. По очень простой причине, потому что неизвестно узнать, кто еврей, а кто нет. Ни в каких документах приемных комиссий этого нет. Ну и вообще это, так сказать, по многим другим причинам. Ну, Но допустим, профессор с очень там какой-нибудь фамилией, по которой понятно точно, что он там еврей, какой-нибудь, не знаю, Розенберг или что-нибудь в этом духе. Ведь нет антисемитизма именно в том смысле, что кто-то не захотел бы брать преподавателя, потому что он Розенберг. Не только потому, что они могут не знать, еврей он или нет. Это правда, что многие евреи неизвестно, евреи они или нет. Но даже если известно, и тоже касается и студентов, и преподавателей, это настолько, опять же, еврейская среда, что конечно. представить себе это Но довольно сложно. я хотел сказать немножко в другом аспекте. Понимаете, если бы это был институциональный антисемитизм, то должен был бы какой-то алгоритм быть, по которому определяли бы евреев. Его нельзя было тогда пускать на самотек, понимаете? Вот я чувствую, что это Розенберг еврей, а вот этот вот Шмулевич не еврей. Это невозможно. Если вам, так сказать, сверху говорят, что не брать евреев, то сверху должны объяснить, кто такой еврей, а кто нет, как их там определять, как у этого, у Губермана есть неприличный на эту тему стишок, ладно, я в эфире его не буду говорить. У нас в эфире все можно. Да. Но тут я могу тоже добавить, что э, из 4 последних президентов Гарвардского университета 3 были евреями,
И четвертая была замужем за евреем. То А, есть что, о чем можно вообще говорить, как бы в смысле антисемитизма? Понятно, что никакого, ну, на этом уровне антисемитизма, настоящего антисемитизма нет в академической среде. Но действительно есть негативное отношение, скажем так, для кого-то это негативное отношение к Израилю, для кого-то это негативное отношение к израильской политике, да, ну вот скажем, тут возникает вопрос, должно ли, ну мы не решим сегодня с вами эту огромную проблему, мы уже решили с вами несколько мировых проблем, но вот эту мы вряд ли решим, является ли неприятие политики Израиля, выступление против политики Израиля антисемитизмом. Ну, я, например, считаю, что не является, вы можете считать, что является, но в любом случае это абсолютно легитимные точки зрения, но в любом случае это не более является антисемитизмом, чем, например, выступление против Путина, российской политики и так далее, являясь бы русофобией, там, да, которую, собственно, вся Россия и считает сейчас, что выступления против там, российской политики и прочего являются русофобией, например. Да? Ну, это смешно, в общем-то. да, конечно, и поэтому, ну вот есть действительно реальные инциденты, были там, на это нам возразят, вот мы с вами так похоже, явно близкое мнение на эту тему, но нам возразят и будут гневно писать, что вот были всякие там, опять же, тут Гарвард как пример, но масса университетов, кампусов, когда там на кого-то нападали, кого-то оскорбляли, кому-то там что-то кричали там и так далее. Безусловно, это было очень горячее, так сказать, время, когда страсти накалялись просто невероятно. Были какие-то, в общем, выпады против людей, которых они идентифицировали как евреев. И самое главное, как вы правильно говорите, очень много евреев участвовали на другой стороне. Очень много. Например, у нас захватили на какое-то небольшое время University Hall, ну, административное здание, где там администрация находится. Из 11 захвативших 9 были евреи, как-то сами Да, себя и идентифицировали. тут я как раз должна не согласиться с вами, что вы говорите, что кто еврей, кто не еврей пролегает по линии поддержка или не поддержка государства Израиль. Мне кажется, что как раз эти ребята, которые евреи, они считают себя евреями, идентифицируют себя евреями. И это очень важно, что есть евреи, которые за, есть евреи, которые против. Это абсолютно нормально. Так должно быть, не должны все евреи быть придерживаться одной точки зрения на государство Израиль, иначе это, если такое произошло бы, это и было бы в чем-то валидацией, да, антисемитского дискурса, что все евреи из какой-то одной методички там читают, да, и лояльность у них у всех какая-то должна быть одинаковая. Это очень антисемитская идея на самом деле. Правильно, да, с этим я согласен, да, но просто с точки, я это говорил не как вопрос определения еврея, а вопрос отношения, вот, так сказать, вопрос, что такое еврей для антисемита, в этом Да, смысле. Вот да. определение еврея в понятии антисемита. Или даже не антисемита, а, ну вот, участника этих протестов там, и, кого можно считать антисемитом, кого нет. Это действительно очень долгий разговор, мы его не сможем завершить. Но с их точки зрения, как определение еврея с точки зрения антисемита в каких-то там средние века, это человек, который не верит в Иисуса Христа, там, так сказать, для него главная претензия к еврею, не знаю, в средние века была в том, что он там предки распяли Христа, а сам он в Христа не верит там и ведет какую-то странную религиозную жизнь, явно злонамеренно. То здесь как бы аналог этого с точки зрения антисемита, определение еврея, это сторонник государства Израиль, которое с его точки зрения, это, опять же, это не значит, что это определение еврея вообще. Это определение еврея с точки зрения антисемита, или кого мы считаем. Вот, Кажется, что антисемиты тоже бывают очень разные. ну, Безусловно, да. есть антисемиты, которые ненавидят, слева ненавидят Израиль. Есть такие, безусловно. И да, для них это наверняка определяющая вещь, но есть антисемиты справа, и такие довольно классические антисемиты в советском понимании, для которых, независимо от того, на какой ты стороне в израильском конфликте находишься, ты все равно еврей со своими странными там какими-то ритуалами или часть мирового правительства из-за кулис, и вот этим же людям точно все равно, поддержка Израиля или нет. Есть совершенно классический антисемитизм, но он как раз не связан был с этим, то есть мне, насколько я это вижу, и как человек, который здесь был и аспирантом в свое время, в 90-е годы,
всегда были такие темы, которые, я много раз об этом уже говорила, всегда в студенческой среде левой были такие темы, которые были для них важными выступлениями. И это было такое массовое действительно явление. Каждый отдельный студент не обязательно понимал, за что или против чего он там выступает. Это такое модное более-менее было течение. Например, в 90-е, когда я приехала, очень большой был вопрос Кубы стоял. Вот, значит, надо было поддерживать Кубу, Фиделя Кастро, называть ее островом свободы, висели какие-то главные там выступления, висели, значит, в университете какие-то кубинские флаги там в этих самых. Мне, приехавшей из Советского Союза только-только, да, это было немножко смешно, потому что для нас Куба это было, ну, такой, отрыжка, да, такая Советского Союза. Понимали мы, что там происходит тоталитаризм, авторитаризм, репрессии и все остальное. Но для студентов было важно, что вот они против Америки на Кубе, они от этого капитализма, империализма, значит, как-то там отделились, и вот сумели противостоять Давид и Голиаф там, да, и что, между прочим, сейчас тоже похожая история с палестинцами, которые против, значит, мощного Израиля выступают. Это немножко похожая идея. И вот ходили эти студенты с футболками Че Гевары. Ну, сейчас, во-первых, мои студенты, вообще, я их специально позавчера спросила, вы знаете, кто такой Че Гевара? Они не знают, кто такой Че Гевара уже, все. А тогда, значит, Че Гевара это была такая романтичная фигура, которая за все хорошее против всего плохого, то, что в реальной жизни он был фактически террористом там, и убийцей и все прочее, они этого просто не знали. То есть точно так же можно провести параллели с From the River to the Sea, да, которые они там все кричат, и большая часть из них понятия не имеет, где это море, где это река, точно так же, как они 30 лет назад не знали, чем реально Че Гевара занимался. Это была такая романтичная идея против Америки, против империализма, против капитализма. И мы можем над этим смеяться, мы можем говорить, что они не правы, они ничего этого не знают. Но в реальности я считаю, что это такая стадия, через которую молодежь в университетах интеллектуально должна проходить в какой-то момент. И ничего страшного я в этом не вижу. Это, безусловно, болезненно, когда происходит... Ну, Че Гевара к тому моменту, когда его любили, его уже там не было. Да, это уже было не актуально, хотя Куба была и Фидель Кастро еще был со всеми его репрессиями. Но сейчас, когда происходит этот кровавый конфликт израильско-палестинский, люди погибают и на обеих сторонах, это настолько ужасная, так сказать, ситуация, понятно, что это очень болезненно. Но сам по себе факт того, что у молодежи, у студентов всегда есть какая-то тема, на которой они будут выступать, да, это, по-моему, это как раз нормально, это не нужно. И разбираться с этим, вернемся к нашим баранам, да, разбираться с этим должен все равно сам университет, то есть правительство не должно, я считаю, вмешиваться, да, в то, как университет решает свои внутренние проблемы. В конце концов, эти студенты или их родители, которые платят огромные деньги за учебу в этом самом Гарварде, да, если им не понравится то, как решаются эти вопросы, они заплатят деньги кому-то другому университету, в котором не будет, допустим, таких выступлений. В моем университете очень было все тихо и спокойно, у нас очень много евреев учатся, я думаю, что в среднем больше, чем в других университетах, потому что мы в Нью-Йорке и по другим некоторым причинам, очень еврейский университет. И у нас были какие-то выступления там про палестинские, но они были очень спокойные, практически без эксцессов. То есть я специально спрашивала своих еврейских студентов, вот сейчас, насколько у них это было все болезненно, они мне ходят с маген-давидами там и, в общем, ничего не боятся. Вот. Почему, как вы вот считаете, почему, опять же, мы возвращаемся к этому, правительство не должно вмешиваться? Ведь правительство у Гарварда требует, Трамп требует у Гарварда не просто разобраться с антиизраильскими протестами. Это само по себе было бы неправильно, почему они должны вмешиваться в кампусные дела университета. Но они ведь требуют далеко не этого. Они хотят, в общем-то, насколько, если я правильно понимаю, полного контроля над приемом студентов, приемом преподавателей, над исследованием. То есть тотальный контроль над университетом. Чем это опасно, Евгений? Кроме того, что это может превратиться в советский университет, это мы уже выяснили, да? Но что вы ответите людям, которым скажут, ну это же не Советский Союз, тут у нас нет такой партии, у нас все-таки демократия, у нас все-таки... Вот почему это, как я считаю, начало на это разрушения демократии. у нас уже во многих отношениях Советский Союз. Там, посмотрите, как хвалят там дорогого вождя там, и дорогого лидера. Даже я жил при Брежневе, например, я ничего подобного не видел даже в то время, понимаете, хотя тоже были все эти и анекдоты на эту тему было, и смех, и все, и это было ужасно и чудовищно и так далее, но то, что мы видим, поэтому в этом смысле мы немножечко уже в этой лиге находимся. А во-вторых, и в главных, дело в том, что
опять же, университет, есть любое вмешательство в университет не со стороны профессиональной, вот если там какой-нибудь чиновник будет решать, ну, на моем факультете, вот, кто лучше по химической биологии, там, профессор X или профессор Y, и то это всегда приведет к тому, что будут выбирать. Тут уж, ну, я никак на другой не могу не сослаться, кроме как на Советское Союз. Это дело не в том, что это была такая партия, а не такая, просто по природе того, как устроен ум чиновника. Для чиновника, так сказать, который не специалист в данном вопросе, он будет смотреть по каким-нибудь формальным признакам. Например, у профессора X напечатано 10 статей, у профессора Y напечатано 5 статей. Профессор X лучше, чем профессор Y, даже без всякого дурного намерения, там, партийности и так далее. Вот просто так устроена голова чиновника. Ему нужно каким-то образом формализовать свою деятельность, потому что там тонких аспектов он не может понимать, это просто нельзя от него требовать, неправильно даже от него требовать, реальных аспектов науки. Поэтому он скажет, вот профессор X написал 10 статей, профессор Y 5, берем профессора X. Дальше что возникнет? Например, так сказать, когда все, естественно, станет известно, что нужно для получения, и люди начнут писать громадное количество бессмысленных статей. Потому что если ты написал 100 идиотских статей, а кто-то написал одну статью там 53-го года про структуру ДНК Вотсон или Крик, там, например, то возьмут не Вотсона и Крика, а возьмут вот этого, который написал. Я как Это раз опять хотела сказать, Эйнштейн там написал 2 статьи, да, да, и да, на и у этом, в него там общем-то, маленький индекс цитирования был, кто такой Эйнштейн. Значит, возьмут не Эйнштейна, а возьмут вот какого-нибудь проходимца, который там в каких-нибудь китайских журналах или еще где-то, или не в китайских, неважно, печатает, потому что люди поймут, любые такие вещи, которые делаются по некому алгоритму, они приведут к тому, что этот алгоритм сработает. Я занимаюсь эволюционной биологией, я знаю, как это работает в реальности, так сказать. Там одна из моих профессий это вот эволюционная биология, биофизика. И просто система немедленно подстроится. И в итоге окажется, что вся эта профессура, которая вот по этим признакам будет назначена, это просто будет серость там. И это, опять же, так сказать, мы это проходили в этом Советском Союзе, там их отбирали по другому признаку, этих могут отбирать по какому-то еще там признаку, этих по третьему признаку. Но все равно, если ты вводишь формализованную, так сказать, систему отбора, в которой у тебя там какие-то параметры, даже прием студентов, например, по SAT, вот тоже очень интересный пример. Там говорят, казалось бы, ну вот это объективно, чего ж там, это честно. опять же, для наших зрителей SAT – это унифицированный экзамен, который сдают после окончания школы, когда не в каждой школе сдают экзамен, а общий экзамен на знание общих предметов. Да, и это, в принципе, Иди- полезная вещь. Я не за то, чтобы ее отменять, но при этом, естественно, так сказать, возникает и возник уже алгоритм, когда люди даже не то, что готовятся к SAT, а нанимают репетиторов, которые именно готовят конкретный, Натаскивают. натаскивают на SAT, и при этом получается очень простая вещь. Люди, так сказать, семьи, которые могут это позволить себе, у которых есть деньги, на наймы этих репетиторов, оказываются в громадном преимуществе по сравнению с семьями, у которых этого нет. И это может быть, да, коррелировано, а почти всегда не скоррелировано способностями и талантом. Поэтому, так И сказать, вот даже со знаниями, мне кажется. То есть можно сознание, натаскать, ты на утро все забудешь, да, конечно. но нет вопросов. В общем, так сказать, уже имея дело с этими студентами по ту сторону барьера, те, которые приняты, и ну, у нас больше даже не SAT, а GRE, это аспирантский экзамен, почти никакой корреляции нету с их вот этих GRE экзамена и тем, что они потом делают. Как хорошо. Например, самый яркий пример. К нам подает, естественно, очень много студентов из Китая. У них GRE экзамен почти у всех идеальный, 800. Почти у всех. Значит, почему у них там целая индустрия натаскивания этих китайских студентов на GRE? У него по языку, может быть, TOEFL какой-нибудь очень высокий, он приезжает, он вообще не говорит Не нормально. разговаривают, да. Это обычная история, С конечно. него вообще, он двух слов там, типа не может сказать. А если вы посмотрите на его там TOEFL, то он у него идеальный.
Ну, я могу себя Да. привести в пример, так сказать, не буду излишне, в общем, так сказать, скромно приведу свой пример, потому что я сдавала тоже этот самый Graduate Record Examination, это называется, то есть это, опять же, для зрителей, это такой общий экзамен, общеобразовательный экзамен, но который сдается уже перед поступлением в аспирантуру. Аспирантуру. И там туда входит математика, английский, тогда входила аналитика, сейчас что-то, по-моему, другое входит, его немножко изменили с тех пор, но мне его нужно было сдавать еще в Украине перед приездом в Америку. И я, как мы уже обсуждали, поскольку училась на факультете иностранных языков, никакой математики и никакой уж тем более аналитики у нас не преподавали. И мне пришлось самой, у меня не было репетиторов и денег на репетиторов, мне пришлось самой сидеть заниматься, я позанималась, я выучила эту, ну, то есть вспомнила и так далее всю эту математику, еще и на английском языке надо было сдавать. И я довольно прилично сдала этот экзамен, поступила. Что вы думаете? Вы думаете, я потом знала математику из этого экзамена, что ли? Нет, конечно. Ну, то есть у меня школьные знания есть, но я думаю, что если бы я сейчас здесь в университете или тогда начала изучать настоящие там высшую математику, калкулус, да, который там на первом курсе все должны студенты обязательно изучать, мне было бы очень тяжело, потому что я гуманитарный человек, я математикой не занималась. То есть это просто я на себе знаю этот пример, как можно натаскаться и сдать этот экзамен даже самому без репетиторов. Это ничего не говорит. И это важный разговор, потому что, опять же, очень многие русскоязычные родители, образованные люди, которые привыкли к этой советской, постсоветской системе образования, когда они видят здесь, как их дети учатся, и, во-первых, они не учат таких высот математических, физических в школе, например, какие были у нас в школе. Ну, спрашивается, окей, кому это нужно? То есть это отдельный разговор, чем жертвуется ради этого, ради того, чтобы так глубоко изучать математику в школе. И, кроме того, потом вдруг, значит, их дети все могут сдать эти экзамены прекрасно, тоже натаскиваться там либо сами, либо с учителями. И вдруг такие университеты, как Гарвард или там, да, большие крупные университеты, такие престижные, ведь слово престиж, это же очень важно, да, вот мои дети могут, а ваши дети не могут туда. И вдруг этот самый Гарвард говорит, мы не будем вообще экзамены, у нас не будет экзаменов. И все. И сразу же, так сказать, у родителей шок, потому что во что превращается наше американское образование, почему наших детей не возьмут, а вот каких-то там неучей из какого-то там плохого района их туда возьмут. Вот два слова, если можно, Евгений, как Да, ответьте. все действительно так. И действительно, как бы вот с этими так называемыми неучами, я не за то, чтобы там человека принимали куда-то по цвету кожи там или еще чего-то. Это, конечно, не может работать. Но с другой стороны, вот это для меня, у меня очень на эту тему такое серьезное есть убеждение, что людей нужно давать им как бы одинаковый шанс. И этот шанс не на уровне того, чтобы брать их в профессора там по этому признаку, но на уровне того, чтобы давать им шанс на образование. Поэтому, в общем, опять же, многие люди, может быть, знают, может быть, нет, что даже в бесплатных public schools они очень разные в Америке по следующей причине. Дело в том, что public school, опять по-русски, как будет по-русски public school? Обычная государственная школа, да. Да, государственная школа, да. Значит, государственные школы, они финансируются из местных бюджетов, из бюджетов города. По этой причине, налоги в бюджет города поступают от домовладельцев как процент цены дома. Поэтому, хотя это звучит как бы совершенно абстрактно и не имеющего отношения к делу, это имеет самое прямое отношение к делу. Потому что в богатых районах, где дома дорогие, там собирают очень большие налоги и там хорошие школы. А если человек родился в бедной семье, не обязательно даже там чернокожий или белый, это не важно. Если человек родился в бедной семье и живет в городе с ну, там, дешевыми домами или плохом городе в этом смысле, то школа будет плохая просто вот по этому механизму. Поэтому человек от рождения получает уже либо серебряную ложку в рот, так сказать, так это устроено в американской системе образования, не высшего образования, а элементарного образования. Либо он получает, не знаю, деревянную там. И как бы эти ложки распределяются фактически при рождении. Поэтому и это не только, так сказать, вопрос справедливости, это вопрос потери большого количества талантливых людей. Потому что талант как бы дело биологическое в большой степени, и человек может родиться в каком угодно там городе с какими угодно плохими там домами, школами, и при этом быть, так сказать, исходно талантливым по рождению, там, по способностям. И такие люди теряются в такой вот, строго говоря, системе.
Поэтому, как бы, опять же, плюс этой системы, что она создает абсолютную независимость школ, поскольку школа финансируется своим городом, то город решает, чего в этой школе учить там, и так далее. Плюс это или минус, что нет общей программы для всей страны, это разговор совершенно другой, но так это работает. Поэтому есть школы даже общественные, государственные, которые очень хорошие, которые в дорогих районах там находятся и хорошо финансируются. Есть школы чудовищно плохие. Поэтому как бы давать возможность вот этим детям, которые на старте получают вот такое вот не преимущество, недостаток, что ли, им это важно, потому что таким образом мы привлекаем гораздо более широкий контингент талантливых людей к общественно полезной деятельности. И я как бы это вижу, опять же, на примере наших студентов, с которыми я работаю, потому что есть, ну, опять же, у нас очень хорошие студенты, и это распределение есть и не очень хорошие, но в целом есть вполне выдающиеся. За мои 35 лет я видел студентов просто потрясающе, потрясающе талантливых. И, в общем, так сказать, я видел студентов, ну, опять же, разного цвета кожи и разных, что называется, бэкграундов, которые вот в такой вот интеллектуальной обстановке хорошего университета просто расцветали. И, в общем, они делали те вещи, которые, если им не дать какой-то помощи, не помочь им, они бы не смогли бы это делать. А делали они их замечательно. Ко второму курсу, то есть после первого, уже разница между людьми, которые, скажем, учились студентами в частной школе, в хорошей, и студентами, которые учились в общественной школе, не очень хорошей, она довольно сильно нивелируется. И, в общем, опять же, из моих самых таких сильных студентов, у меня были действительно очень сильные студенты, андеградиуты, которые работали со мной. В общем, тут, что называется, всякой твари папайя, то есть самого разного происхождения, самого разного. И, в общем, в этом смысле я бы сказал, говоря об этом, что вот такие вот жесткие критерии, типа SAT, там больше там 14 сотен или еще что-нибудь в этом духе, они не позволяют отбирать по-настоящему талантливых людей. Я с вами совершенно согласна, и мне очень важно, что вы это говорите, и у нас тоже здесь есть такая же ситуация, конечно, в Нью-Йорке, в котором я живу, даже не дома, а квартиры до смешного, то есть вот я живу в районе, в котором вот этот район, значит, приписан к этой школе, и соседний район к соседней школе, и квартиры везде довольно дорогие, но есть улица, которая разделяет эти районы, и вот эта сторона этой улицы, на ней квартиры стоят там, не знаю, 30-40, сколько там процентов дешевле и в съем, и в покупку, чем на этой же улице, на другой стороне этой улицы, потому что дети из этой стороны улицы будут идти в ту школу, а из этой в эту. И есть школы в Нью-Йорке, которые по конкурсу принимают детей из разных районов. Это тоже очень важно. Нью-Йорк сделал такие вещи, вот несколько хороших школ. И что вы думаете? Очень многие родители, особенно русскоязычные, там, еврейские, вот эти наши иммигрантские родители, да, они возмущаются, что как это там возьмут какую-то непонятно кого в нашу школу, да. Я еще хочу сказать, у нас есть такое, да, с вами мы, когда разговаривали, мы оба согласились, такое понятие глобальный Брайтон-Бич такой, да, это вот русскоязычное такое еврейское сообщество, да, иммигрантское, в котором, естественно, не все русскоязычные иммигранты, как мы с вами, вот тоже не придерживаются этих взглядов, но почему-то так получается, что русскоязычные иммигранты в Америке, и не только в Америке, очень сильно уклонены вправо, то есть если брать всю в целом иммигрантскую среду, процент людей, которые голосовали за Трампа и которые, в принципе, являются достаточно правыми, он выше, чем в среднем по другим особенно если сравнивать с той же социальной средой, скажем, американцев, образованные люди, допустим, да, вот с тем же уровнем образования, довольно сильно вправо. Вот мне интересно, почему мы с вами, такие люди, как мы с вами, оказались немножко в другой идеологической сфере. У меня есть на эту тему небольшая теория, вот мне интересно, согласитесь вы или нет. Дело в том, что и я, и вы, мы приехали в Америку оба с вами не по иммигрантской линии, то есть мы, грубо говоря, не эмигрировали в составе вот этой беженской эмиграции там начала 90-х или конца 80-х, которые эти люди, они прошли определенный путь культурно-иммигрантский здесь, в Америке, и, очевидно, что-то такое повлияло, что не повлияло на нас, потому что мы с вами оба приехали как аспиранты. Я тоже поступила в аспирантуру,
и приехала по студенческой визе в Америку и провела несколько лет на студенческих визах в университет. То есть я сразу приехала в университет, и вы тоже сразу приехали в университет, в академию. Да. Вот, причем я была в университете не в Нью-Йорке, я была в достаточно таком среднеамериканском университете и погрузилась сразу в эту среду культурную, в англоязычную, не было там фактически русскоязычных людей вообще. И, видимо, вот это образование, вообще не образование, а культурная среда вокруг, академическая среда, она настолько на меня повлияла в плане свободы, не в плане идеологии, а в плане именно вот этой свободы, когда оказалось, что и государство не вмешивается, да, и что можно иметь другие мнения, что можно их высказывать, и вот эти взаимоотношения между студентами и преподавателями взаимоуважительные, и когда в тебе видят личность, индивидуальность, это настолько было, настолько иначе было, отличалось от вот тех университетов, которые я закончила, они еще были постсоветские, очень сильно было советское влияние, вот, и мне кажется, что, может быть, в этом дело, мы прошли с вами другой путь, что вы думаете? Я думаю, что это частично так, но я видел как бы из своих многочисленных русскоязычных знакомых и так, и сяк, как бы по-всякому. То есть я думаю, что это, в этом есть доля правды, но не вся. Значит, тут есть... Еще это очень зависит, наверное, от возраста, вот от возрастного категории, потому что у большой части русскоязычных людей у них, так, ну, как бы они вот уезжали, там, жили в Советском Союзе, уезжали, но уже либо из существующего Советского Союза, либо уже умирающего Советского Союза. И у них вот возникло сейчас, ключевое слово сейчас по приезде в Америку, вот такое вот как бы отрицание всякого этого вот левого социализма там и так далее, потому что им казалось, что вот все, что не крайне правое, это что-то вроде Союза меча и орала в 12 стульях, такая вот какая-то общество получилось, что ваше политическое кредо всегда, как Полесова спрашивали. Это примерно это. Значит, и им казалось, что вот если там они, там социализм, то вот все, то тут надо быть обязательно крайне правыми, там, чтобы как отрицание. При этом, опять же, не называя ни имен, ничего, но просто знаю, что некоторые из них были там членами партии в то время, а некоторые секретарями в парткомах заседали, а сюда переехав, значит, они оказываются ярыми такими не знаю, коммунистами, социалистами. Ну, в общем, я думаю, что это еще вот такой вот багаж, советский багаж, который несется, к нему приписали жирный минус к этому багажу, а багажом он все равно остался таким. Это прям вот очень, я согласна с тем, что вы говорите. Я сама много раз говорила и в эфирах, и писала об этом, что, мне кажется, иммигрантская среда постсоветская, она принесла с собой такое пакетное мышление, я это называю. То есть они, вот как, если помните, по-моему, Бродский, да, это вот говорил про Евтушенко, что если Евтушенко против колхозов, то я за. Ну вот, так вот это случилось, мне кажется, с советской иммиграцией, постсоветской, потому что они просто взяли вот это вот, если мы, значит, против Советского Союза, то мы против вообще всего, что было в Советском Союзе, все, что с ним связано, не задумываясь, что это означает на самом деле. То есть если в Советском Союзе, там, я не знаю, при нуле замерзала вода, то у нас не будет при нуле замерзать вода. Вот. И в частности, например, я тоже всегда привожу этот пример, и если ярчайший пример, если Советский Союз выступал так сильно, критиковал Южную Африку и режим апартеида в Южной Африке, очень многие из этих иммигрантов, они как раз начали оправдывать этот режим апартеида, потому что не так там уж плохо жилось этим, значит, черным, потому что им вообще деньги там платили непонятно просто так, чтобы они сидели, не мешали белым людям строить хорошую страну, и многие из них ненавидят нынешний режим в ЮАР, да, когда распался апартеид. Это очень интересная вообще тема, и в частности другая такая же иммигрантская среда, которая приехала из социалистической, дело не в социалистической, но из репрессивной системы авторитарной в Америку и стала очень правой, как ни странно, это кубинская иммиграция. Вот кубинская иммиграция в Майами, очень большая среда. Она, что вы говорите, Евгений? Тот же механизм, это тот же... Абсолютно тот же механизм. Они очень правы, несмотря на то, что они принадлежат к латиноамериканской, да, миграции, которая в целом была всегда достаточно левая, ну вот до последних буквально выборов, да, голосовали за демократов. И этот как раз анклав
кубинских иммигрантов был ультраправый. Они голосовали всегда за республиканцев, они очень были... Тот же механизм, они настолько настрадались и намучились там, и все такое, что они все это просто возненавидели и решили, что это вот то, за что эти, мы будем против, а то, за что они... То есть нет никакого... А, видимо, может быть, и культуры, образования, не знаю, чего не хватает для того, чтобы как-то разделить, отделить зерна от плевел и посмотреть на это дифференцированно. Да, да, там дальше уже, так сказать, когда люди сюда попадают, у них у каждого свои какие-то пути развития. Кто-то кто-то понимает, что жизнь более и мир более разнообразен, чем черное-белое, так сказать. Когда ты плюс на минус меняешь, кто-то нет, ну вот так. Конечно. И последняя хочу сказать вещь, перед тем, как мы с вами закончим, чем мне еще кажется опасны вот эти вот попытки контролировать кампусы и попытки давить на университеты и вообще на любые независимые структуры, помимо очевидных, которые вы нам описали, и исследования, на которые не будут деньги, и людей, которых не будут профессиональных нанимать и так далее, и так далее. Есть еще чисто психологический аспект, мне кажется, такой очень человеческий. Все эти люди, а это ведь будет откат в другую сторону. То есть если на тебя давят с этой стороны, то ты будешь радикализироваться просто в ответ на это. Я вижу, как это сейчас происходит. Мне кажется, это очень-очень таким важным. Вот я могу привести даже пример из своего университета. У нас неделю назад буквально решили показать фильм, опять возвращаясь к израильско-палестинской теме, фильм, который получил Оскара в этом году в Америке, израильско-палестинский совместный проект, который на тему того, как там на палестинских территориях израильские там военные как-то им там рушат там что-то дома и так далее. Неважно о чем, но явно это такой леволиберальный проект совместно палестинско-израильский. И этот фильм абсолютно мейнстрим, то есть это не то, что какая-то там пропаганда, ну это наверняка многие назовут пропагандой, но я имею в виду, что никакие там конспирологические теории или что-то там такое серо непонятное. Это фильм на Оскарах получил Оскар, то есть достаточно мейнстримный фильм. И его, значит, у нас в университете решили сделать, там кто-то решил сделать показ. И выяснилось, что это было в день памяти Холокоста. Случайно или специально тут уж, так сказать, история рассудит. Но, во всяком случае, администрация университета, вдруг испугавшись, опять же, раньше бы такого не было, но сейчас уже все начали бояться своей тени, они, значит, решили отменить этот показ. Сказали, что вот в этой аудитории, главное, там нельзя. Это, значит, потому что День памяти Холокоста в Израиле, не в Америке, а в Израиле. И, значит, обид. И что тут поднялось? Я вам скажу, что я про показ этого фильма в этой аудитории ничего не знала. И мои студенты ничего не знали. То есть, ну, показали бы и показали. Я бы об этом узнала уже постфактум. Но когда запретили, вот тут начался скандал, вот тут начались выступления, начали профессора и студенты, евреи, не евреи, те, которые вообще на этот фильм не собирались идти, и которые вообще ничего про него не знали. Тут они все сказали, как это, нам запрещают, что значит, это университет, вы нам будете запрещать что-то показывать и смотреть. Они перенесли его в другую аудиторию, поскольку администрация запретила в этой аудитории, перенесли в другую, и такой устроили хайп, что туда уже пришло в 10 раз больше людей, которые бы пришли, если бы администрация просто молчала, да. То есть для меня это просто иллюстрирует тот факт, что если начать давить, запрещать и так далее, то будет, наоборот, ответная реакция еще хуже, чем была бы, если бы не давили. Вот что вы Да, думаете на да, эту тему? абсолютно, абсолютно. И при этом, вот, скажем, вот это письмо в Гарвард от администрации Трампа, трамповской администрации 11 апреля, которое все читали, оно ни в чем абсолютно не сдвинет, так сказать, эту иголку на антисемитизм, но оно, безусловно, вызовет очень острую реакцию именно наоборот, потому что тут много аспектов. Люди, которые не имеют вообще к этому конфликту никакого отношения, у них замораживается финансирование. Им говорят, что это из-за антисемитизма. Там. Причем человек ни на демонстрации не ходил. Ни в ту, ни в другую сторону. Он там сидел себе 24/7, занимался своей наукой. И вдруг его И там... многие из них евреи, между прочим, эти Да, самые евреи ученые, которых деньги забирают. куча, и поддерживают даже Израиль. И вдруг им говорят, что там 3/4 вашей лаборатории надо разгонять, потому что там понятно, что реакция, ну какая может быть такая реакция на это? Поэтому и то же самое, как они говорят, борьба антисемитизма. Учитывая, что борьба с антисемитизмом, в смысле антисемитизм, он такой bottom-up, он внутренной, он не государственный, то бороться можно тем, что запрещать им говорить что-то там и так далее. Всегда ответ на это будет еще большая реакция, еще больше. И если человеку затыкают рот, даже если он хочет какие-то страшные вещи говорить,
в ответ будет желание говорить их еще больше, а не меньше. Да, и поэтому я считаю, что мы, как евреи, да, и мало того, это как раз, я считаю, вызовет волну антисемитизма, потому что настоящего антисемитизма, не противоизраильского, а именно против нас, которые оказались вдруг причиной, по которой у людей забирают деньги. То есть от нашего имени вдруг рушат науку, вдруг вмешиваются в университеты и делают кучу У вещей. многих людей рушатся, потому что масса людей вообще их выгоняют из Америки, не то, что там даже с работы, потому что они на визе, если его уволили, Поздов, например, ему уехать надо в течение месяца. Да? И И все. я вижу в действиях администрации Трампа как раз антисемитизм, потому что я думаю, что не все прекрасно понимают, что делая это громогласно от нашего имени, Да, они вызовут потом ненависть к нам же. Я думаю, что нам, как да, евреям, да. академикам, очень важно говорить, что это делается не от нашего имени. Мы хотим решать наши проблемы в университетах своими силами и, так сказать, внутренними. И если нам что-то не понравится, мы об этом сообщим. А, так сказать, от нашего имени рушить демократию, вмешиваться в университеты, высылать людей не нужно. То есть мне кажется, что такой должен быть у Конечно, нас. безусловно, безусловно. Я рада, что мы с вами согласны. Евгений, спасибо огромнейшее за такую интересную длинную беседу, и вы очень много интересного рассказали. Я надеюсь, что мы с вами еще встретимся, обсудим всякие вещи, которые мы не успели, но До встречи. спасибо, это было очень интересно. Рад был встрече. Спасибо.